Здравствуйте, с вами Аллан Пиз. Поздравляю всех сотрудников компании Life is Good и ее основателя, моего делового партнера Романа Василенко, с Новым годом! Я приглашаю вас на мой семинар, который состоится 7 февраля 2015 года в Сочи. Я с нетерпением жду это мега-событие года. С этого семинара вы унесете знания, которые приведут вас на вершину успеха. Я буду говорить о программе моего нового семинара. Вы будете первыми, кто услышит эту информацию. Я расскажу, как стать естественным и убедительным. Я покажу вам, как вызывать доверие и оказывать влияние на людей. Я научу вас управлять ситуацией и достигать желаемого результата. Я покажу вам, как определить, с вами люди или против вас. Лгут или говорят правду, вы станете максимально эффективным и успешным. Лучше продавать и сопротивляться манипуляциям окружающих. Я покажу вам, как в течение первых 4 минут создать доброжелательную атмосферу. Покажу, как притягивать к себе людей. Я раскрою вам настоящие секреты успеха. Если вы хотите делать бизнес по-крупному, то должны владеть законом больших чисел. Я поделюсь с вами формулой закона больших чисел и как это работает. Она уникальная и универсальная. Это будет невероятно. Впервые и только для моих деловых партнеров, компании Life is Good и Международной бизнес-академии IBA, я раскрою уникальные секреты успеха, о которых большинство людей только мечтают услышать. Вы получите ключи, которые превзойдут все ваши самые смелые ожидания. Уникальная методика позволит вам достичь невероятных высот. Это будут информативные и занимательные дни. Наслаждайтесь вместе с Life is Good. До встречи 7 февраля в Сочи. Вы знаете, меня как-то спросили. What's the number one thing in this business that determines whether you will succeed and to what level? Вы знаете, меня спросили, вот скажите, пожалуйста, есть ли вот такая вот одна вещь, и если она есть, то что это такое? Что это за качество, что это за фактор, который определит, преуспеете вы в бизнесе или нет, и насколько вы в нем преуспеете? There's a very simple law. When you understand this law, success becomes a matter of process. Если есть вот такой вообще очень простой закон, если вы его поймете, то успех станет просто таким делом техники. You know what that law is called? Знаете, как называется этот закон? What do you think? Как вы думаете? Anybody know? Confidence in yourself. Confidence important, yeah. Нет, это важное качество, да. You can still be confident and fail. It's a law. Понимаете, это закон, это закон. Это должен быть закон. Belief's important, yeah. Да, Goal's important, важна, yes. и цель важна, но это закон должен The быть. one law, it's a statistical law that Итак, determines how well you это go. статистический, это закон статистики. Это закон, It's called the law of averages. это закон средних величин. Now, all my life, I have been a salesman. All my life. Вы знаете, всю свою жизнь я продавец. I started at 10 years of age, knocking on doors, selling Когда things. мне было 10 лет, я начал продавать. Я стучал в двери и предлагал. I come from a poor family. My father said, you want to make some pocket money, you knock on doors and you Я sell something. родился в очень бедной семье, и когда мне было 10 лет, папа сказал: хочешь иметь карманные деньги, деньги на карманные расходы? Вот иди, стучи в двери и продавай что-нибудь. Now, my father was a life insurance salesman. Дело в том, что мой папа продавал страховку. And so he used to take me out in the 1950s. He'd take me on selling appointments with him at night. И вы знаете, вот по вечерам, это были 50-е годы прошлого века, он брал меня с собой, когда вот он ездил по домам и предлагал страховку He людям. was calling on houses, collecting the premiums every month.
И каждый месяц он ездил по домам, вот когда уже страховку люди купили, он потом приезжал и брал страховые взносы. And he would take me at 5 and 6 years of age, И мне было 5-6 лет уже, и меня уже он начал брать с собой. because there were mostly women at home that he was calling on, and if you've got a child with you, they always invite you in. Дело в том, что, понимаете, это был такой хороший, умный прием. Дело в том, что в те времена женщины были дома, и вот когда он стучал в дверь, женщина открывала дверь, опа, а тут маленький мальчик, ну уже хочешь не хочешь, ну заходите. So I was a prospecting tool. Поэтому, понимаете, я фактически был средством приобретения клиентов. He'd get to meet the family, he'd try to sell more insurance within the family. Дело в том, что он знакомился со всеми членами семьи, и это позволяло ему продать страховку уже всем членам семьи. He'd try and meet the neighbours. It was a great form of prospecting. Он просто, вы знаете, был гений, вот гением в нахождении клиентуры. Now, when I was 10 years old, И вот когда мне было 10 лет, he taught me to get rubber sponges, rubber that came from the back of car seats. You know, when they made car seats, they had all the rubber that was left over. He taught me to collect it and cut it into squares. Итак, когда мне было 10 лет, папа научил меня делать такие резиновые губки. Дело в том, что когда делают вот коврики для машин, да, они там их вырезают, и остаются кусочки. Значит, я шел, собирал эти кусочки и вырезал из них вот такие квадратные губочки. He said, you get a short sales presentation, Alan, and between 3 o'clock when you leave school and 5 o'clock, you knock on doors and you sell these rubber sponges. И он сказал: Аллан, значит, в 3 часа у тебя заканчиваются занятия, вот с 3 до 5 ходи по домам, стучи в дверь и предлагай вот эти вот губки. Причем твоя презентация должна быть очень короткой. Now, this was in 1962. Это было в 1962 году. Nobody had a rubber sponge. People would wipe their windows with a rag. Вы знаете, в те времена вот таких вот резиновых губок не было. Люди просто брали кусок тряпки и мыли стекла, мыли машину. So I learned a little presentation to demonstrate how the sponge would soak water and it would be better than a rag to wash the windows. И вы знаете, я разработал вот целую такую маленькую презентацию. Значит, я брал эту губку, я бросал ее в воду, я показывал, как она впитывала воду, а потом я вытирал там окно, например, или что-то. Я показывал, что она работает лучше, чем тряпка. And I could sell these for 20 cents each, 2 shillings. И каждую вот эту вот губочку я продавал за 20 центов, за 2 шиллинга. And he said to me, you keep all the statistics of how many doors you knock on, how many people you see, how many sales you make, how many sales you don't make. И папа меня научил, что вот ты каждый день веди обязательно статистику. said, Вот no- сколько домов ты посетил, сколько губок ты продал, сколько человек тебя выслушало, сколько губок ты не продал. He said, and these numbers will tell you what to do. И он сказал, что если у тебя будут вот эти все цифры, то они подскажут, они помогут тебе, как действовать. So I kept my numbers. И поэтому я стал записывать все свои цифры. And after 4 weeks, this is what the numbers were. И вот через 4 недели у меня появились вот такое соотношение чисел. For every 10 doors that I knocked on, Итак, на каждые 10 дверей, в которые я стучал, не могу постучать, 7 opened. 7 дверей открывалось. 3 people weren't home. 3 не было дома. Of the 7 people that opened the door, Из 7 человек, которые открывали мне дверь, 4 of them let me tell my presentation. 4 позволяли мне показать свою презентацию. The other 3 said, go away, kid, we're too busy, we don't want to talk to Остальные you. говорили: не, парень, иди, мы очень заняты, нам некогда тебя слушать. And of the 4 people, 2 said, yes, here is 20 cents. И из 4 людей, которые прослушивали мою презентацию, 2 говорили: так, парень, на тебе денежки, давай нам губки, бай-бай. And I'd earned 40 cents. И я зарабатывал свои 40 центов. So then I came to realize И тогда я понял следующее, that every time I did this, что каждый раз, когда я стучал в дверь, 10 times, 10 раз стучал, I'd end up with 40 cents. я в результате получал 40 центов. It didn't matter whether the person was home. Не имело значения, человек дома или нет. It didn't matter whether they listened to my presentation or told me to go Не away. имело значения, меня слушали или мне говорили: уходи. Didn't matter whether they said yes or no. Не имело значения, мне говорили да или нет. I do this 10 times. И
Итак, 10 раз я стучал в 10 дверей, I get 40 cents. и за это я получал 40 центов. This changed my whole perspective of how I saw finding prospects. Вы знаете, вот это полностью вообще поменяло мой взгляд на то, как же нужно искать клиентов. The question now became, И теперь вопрос стоял так. how quickly could I knock on the next 10 doors? Насколько быстро я смогу постучать вот в эти 10 дверей? So once I understood this concept, И вот как только я понял вот это все, my enthusiasm level rose tremendously. вы знаете, вот мой настрой, мой энтузиазм очень поднялся, повысился. I was going to apartment buildings and knocking on 2 doors together. Вы знаете, я приходил, и я сразу в 2 двери стучал. Вот один дом, второй дом, и я сразу в 2 двери колотил. As long as I hit 10 doors, I get 40 cents. Да, я ведь знал, что 10 дверей постучал, 40 центов заработал. So then, at age 19, И вот, когда мне было 19 лет, I joined the insurance business. я стал заниматься продажей страховых полисов. And that was a very young age to be in the insurance business. Вообще-то, вы знаете, для страховика я был очень молод. But I've been selling pots and pans for 5 years when I was in high school, knocking on doors. Вы знаете, когда я еще был в школе, я 5 лет продавал кастрюли и сковородки. And insurance, these were my statistics. И вот когда я стал продавать страховые полисы, у меня появились вот такие статистические Now I'm данные. making appointments by telephone, Теперь я уже назначал встречи по телефону. similar to many of you guys. Ну, это похоже на то, как делаете многие из вас. For every 5 people on the telephone Итак, на каждые 5 звонков who would agree to see me, вот из тех людей, которые соглашались меня увидеть, and in the beginning I had to ring 10 or 15 people to get 5 to agree. мне надо было позвонить 10 или 15 человек для того, чтобы 5 человек согласились меня выслушать. But for увидеть меня. every 5 people who said, yes, okay, I'll listen to you, Итак, каждые 5 человек, которые говорили, ладно, приходите, я вас послушаю. doesn't mean they were happy about seeing me. И вы знаете, мне было все равно, будут ли они счастливы меня видеть или нет. Главное, say- они сказали «да». They say, we're not interested, И кто-то говорил, мне неинтересно. we've already got it, Кто-то говорил, у нас уже есть страховка. we have a friend in the business, Кто-то говорил, наш друг работает в вашем бизнесе. we're going to be away on vacation. Кто-то мне говорил, мы уезжаем в отпуск. It doesn't matter. Но это не имело значения. Every 5 people who agreed, okay, you can talk to me for an agreed period of time. Итак, каждый раз я находил 5, которые мне говорили, все, я выслушаю вас, приходите. When I turned up, only 4 people kept the appointment. И вот когда я приходил, только 4 действительно были, и я мог с ними общаться. 20% didn't keep the appointment, they just weren't there. Просто вот 20% не было. Or said, forget it. Они говорили фактически мне все, забудь. Of the 4 people that I could see, Итак, из 4 людей, которых я видел, 3 listened to my presentation, только 3 реально слушали мою презентацию. and 1 said yes. И один из них говорил «да». And I would make $300 И я зарабатывал $300. in 1971. In Это в 1971. 1971 году. There's a lot of money, right? Вы 1971. знаете, в 1971 году $300 это было очень много денег. So now I understand with the law of ratios И тогда я понял вот этот закон средних чисел, that every 5 people who agree to see me, что из каждых 5, кто соглашался со мной встретиться, I make $300. I make я $300. зарабатывал деньги. So every time someone on the phone says, yeah, okay, come and see me, И вот каждый раз, когда человек по телефону мне говорил, хорошо, приходите, встретимся, I made $60, я зарабатывал $60. even if they didn't turn up, Даже если человек в результате его там не было. even if they didn't listen, Даже если он не хотел меня слушать. even if they didn't buy. Даже если он не покупал у меня страховку. Now, most people think that this is the most important number. Вы знаете, большинство людей считают, что вот это и является самой важной цифрой в этом ряду. What's the most important number? А по вашему мнению, самая важная цифра какая? This. Вот это, 5. As long as I do this will appear. Дело в том, что если вот будет присутствовать 5, то обязательно появится вот этот 1. So in 1982, 1992. В 1982 году
Network marketing companies were beginning to spring up around the world. По всему миру начали появляться сетевые компании, так вот массово. So I decided to apply statistics to that business. И тогда я решил, что я вот эти свои данные, да, по статистике, я постараюсь применить к сетевому бизнесу. Here is a typical average you'll find in most network marketing И businesses. вот вы знаете, в большинстве сетевых компаний вы найдете вот именно такое соотношение. Every 10 people who agree to come to a meeting to listen to you, На каждые 10 человек, которые согласятся прийти на встречу и выслушать вас, only 6 come. приходит только 6. The other 4 just don't turn up. Четверо просто даже не появляются. Of those 6, 3 say, yes, I like this, it's for me. И хотя из этих 6 3 говорят, да, это бизнес для меня. But only one becomes a good, useful prospect for your Но business. на самом деле только один становится реальным, хорошим, надежным партнером. What's the most important number? Здесь какое самое важное число? 10. This one? 10. This one. If you do this one appears from nowhere. They Если appear. вы поработаете, найдете этих 10, то среди них один сам отыщется. Now, let me demonstrate with insurance how this worked. Я хочу продемонстрировать вам, как это работало в страховом бизнесе. Let's assume that on Monday I have 5 people who have agreed to listen to my presentation. Итак, давайте представим, вот понедельник, и я обзвонил и нашел 5 людей, которые согласились встретиться и выслушать меня. Let's assume they're spread out through the day. И давайте представим себе, что эти встречи я распределяю на весь день. One at 9 o'clock, a woman at home after she dropped the kids off. Итак, первая встреча в 9 часов утра. Это женщина, она отведет детей в школу, в детский садик и будет меня ждать. A guy at 11 o'clock, he's got a break for morning tea. В 11 часов я встречаюсь с мужчиной, у него как раз будет перерыв на чай. A guy at 1 o'clock for lunch. В час дня будет перерыв на обед, и я встречаюсь с человеком. A guy working night shift could see me at 4. Потом в 4 часа я встречаюсь с человеком, который работает по ночам. And a couple says, see him at our home at 7:30 when the kids are gone to bed. И супружеская пара сказала так: в 7:30 приходи к нам, мы уложим детей спать и выслушаем тебя. So if on the Monday I have 5 appointments lined up like this, Итак, в понедельник, извините, у меня вот 5 вот таких встреч распланировано, все по часам, все. would you agree this is going to be a good day? Как вы считаете, это будет хороший день? Yeah, you have 5 people expecting to listen to me. I mean, Да, у меня есть 5 человек, которые готовы меня выслушать, все замечательно. something's got to happen, right? Да, но все равно что-то произойдет все равно. So I go to the first appointment at 9 o'clock. И вот в 9 утра полной энергии я firing прихожу on all на cylinders. первую встречу. Вот она, сейчас. But she's not home. Но дамы нет дома. I wait around for 20 minutes, she doesn't come home. Я жду ее 20 минут, но она так и не And I've появляется. just driven all over the other side of town to get there. А я, между прочим, для того, чтобы к ней прийти, проехал с другого конца города. That enthusiastic edge would go, agree? Но в данном случае, что произойдет с уровнем моего энтузиазма? Он слегка понизится, да? Well, I got 4 more. Но ведь у меня же еще 4, правда? So I go to see the guy at morning tea at 10:30. Итак, 10:30 я отправляюсь на встречу вот с этим вот парнем в 11 часов, который на чай пойдет. So sorry, he's sick, he didn't come in today. Я прихожу, а мне говорят, вы знаете, он заболел и не пришел на работу. Now I sort of hang around waiting for the guy at 1 o'clock for И lunch. теперь я вот это слоняюсь без дела, жду часа дня, жду вот этого товарища, который, понимаешь, на обед пойдет в час дня. And I go and see him, they say, sorry, they've all gone to a big birthday party at the pub, we don't know when they're coming back. Я прихожу, и он мне говорит, так, ты извини, понимаешь, дело в том, что тут у сотрудника день рождения, значит, мы прямо после обеда к нему все, я не смогу тебя выслушать. So now I wait around for the guy at 4 o'clock who's on hospital shift worker. Теперь, значит, я жду встречи вот с этим в 4 часа, который он работает в госпитале посменно, и вот 4 часа я должен с ним встретиться. When I get there, he says, sorry, they've changed my shift, I have to leave. Я прихожу, а он уже в дверях говорит так, извини, мне поменяли смену, я ухожу на работу. So now I wait for 7:30 for this couple at night at their И home. теперь я жду 7:30, я knock on the жду door. вот эту семейную пару, чтобы с ней встретиться. Стучу в дверь, A babysitter answers the door, открывает няня says they've gone to the movies. и говорит, а мама с папой в кино ушли.
how would you feel at 7:30 Ну after и that вот day? в 7:30 ваши чувства. You're going to cut your wrists, right? Вам захочется взять нож и отрезать себе руку, которая звонила. You start thinking of your mother's words. You're going to join multi-level what? И вы начинаете вспоминать слова своей мамочки, которая вам говорила, куда ты лезешь, You're какой giving- сетевой маркетинг, You're куда giving, пошел. you're giving up a secure job in the bank to do what? Ты бросаешь хорошую, надежную работу в банке, чтобы чем заниматься, чем? When you understand that everything you do has a law of averages attached to it. Но дело в том, что если вы понимаете, что бы вы ни делали, с этим связан обязательно закон средних чисел. And this was my law of averages in insurance. И вот это вот в страховке был мой личный закон средних чисел. I know for every 5 yeses, I will get one sale on average. Итак, в среднем, если я нашел 5 клиентов, то один из них в среднем обязательно купит у меня страховку. So understanding that concept, И вот понимая это, when I go for the first appointment at 9 o'clock in the morning, итак, я иду на первую встречу в 9 часов утра, she's not home. ее нет. Good. Хорошо, замечательно. Опа, галочку поставили. 1 in 5 was not going to be there. Так, дело в том, что, понимаете, по статистике, ведь все равно один дома не должен был быть. This was the one. И вот она как раз с утра прям сразу же Yes! её нет. Замечательно, класс. I planned for someone not to turn up, and it was the first one. Я ведь Yes! спланировал, что одного не останется не будет дома. Вот ее и нет. Yes. Now I go to the 10:30 appointment, Теперь я прихожу на встречу в and 10:30. that guy's sick. Заболел он. Well, he's the one from my next group of 5 who wouldn't turn up. Ну, дело в том, что я его отношу к числу своей следующей пятерки. He's Там же tomorrow- тоже один должен был не присутствовать. He's tomorrow's no-show. Он на завтра у меня тот, который не должен появиться. At 1 o'clock, the guy's gone to the pub. Значит, в час дня парень ушел на день рождения в паб. It's good. That's Хорошо. Wednesday's no-show. Это в среду вот этот один, который не появится. Because on average, 1 in 5 won't be there based on my skills, based on my prospecting. On average. Потому что ведь в среднем один из 5 все равно не появится, его не будет. And you have exactly an average. Понимаете, у вас есть средняя цифра, среднее число. You just got to know what it is. И вы просто должны понять, что это такое. Because if nothing changes in your business, it will repeat itself. It will what? Repeat itself. Дело в том, что если вот все это так будет идти по закону средних чисел, то бизнес будет сам себя просто повторять. So when I go to see the guy at shift work at 4 o'clock, he's changed shifts. И вот когда я иду вот к этому в 4 часа человеку, который должен был меня встретить, но который поменялся сменами, Doesn't его bother нет. me. Но это меня тоже не And the беспокоит. couple's not home at 7:30, I'm happy. В 7:30 нет этой пары дома, ну и что, я все равно счастлив. I got 5 of these people out of the way in one day. That's really good. Дело в том, что, понимаете, у меня сразу вот 5 вот за 5 дней, а вот их сегодня не было. Это хорошо, что их прям с самого начала не Now, было. does that make sense what I'm saying here? Вы вообще понимаете, о чем я сейчас вам говорю? So, if your ratio was something like this, Если ваше соотношение вот похоже на вот это, now maybe it's higher, maybe it's lower, maybe the numbers are tighter, maybe they're wider. может быть, у вас более растянутая эта линия, может быть, она у вас более сдвинута, может быть, чуть цифры другие. But your set of numbers is your set of numbers. It will not change. Дело в том, что ваш личный закон средних чисел не изменится. If you don't change anything, the numbers will not change. Вы знаете, если вы сами не начнете вот суетиться и что-то менять, то бизнес So if you будет try to make an стабильным, appointment with someone нормальным. and they say no, well, it doesn't matter. И когда вы приходите, и кто-то вам говорит нет, ну и что, это не имеет значения. If you know that a certain amount of people will say no and you've planned for it, when they say no, in fact, it's an Если achievement. вы знаете, что все равно вам определенный процент людей скажет нет, если вы это уже запланировали, то когда они вам это сказали, ну и что, сказали, и замечательно. Now, in the insurance business, В бизнесе продажи страховок I taught myself to do this every day, 5 days a week. я вот себя просто натренировал вот так делать каждый день
Все 5 дней в неделю. And Каждую неделю. In Australia, I broke insurance records for a guy aged 20. И вы знаете, в Австралии я побил рекорд по продаже страховок для людей моего возраста, а мне было 20 лет. And they get me to stand up at conferences and talk about selling, right? И меня начали приглашать на различные конференции по продажам. They say, you must have a great sales presentation. Они говорили, ой, у вас, наверное, такая презентация, что вот покупают. That's what the company taught me, and I've learned it and practiced it, and I know how to deliver it. Дело в том, что, понимаете, да, презентация была. Когда я только занялся бизнесом, меня компания научила, и я и выучил эту They say, презентацию. you must have really qualified prospects. Мне говорили, ну, у вас, наверное, вот какие-то такие вот кандидаты, клиенты, какие-то вот знающие, такие понимающие. Well, no, 20% didn't even turn up. 20% не появилось. You must be good at handling objections and closing the sale. Наверное, вот ты очень хорошо переносишь вот эти отказы. No, И все равно доводишь до завершения 2 сделки. out of 3 didn't buy. 2 из 3 не купили. Now, what happens for most people? They're looking for the one. Вы знаете, в чем проблема? Дело в том, что большинство людей, они ищут вот этого одного. So if you want to put people in your downline, И если вы хотите вот собрать людей у себя в нижней линии, don't look for the one. не ищите вот этого одного. You don't know who the one is. Вы не знаете, кто этот один. I mean, you are the one, because that's why you're here, right? Но вы сами точно вот этот один, поэтому вы здесь. But maybe a year ago, you couldn't have possibly in your wildest dreams predicted you'd be here. Но вы знаете, вспомните свое прошлое. Может быть, еще пару лет тому назад, даже в самых диких своих мечтах, вы даже представить себе не могли, что вы докатитесь до того, что будете сидеть в этом зале. As long as you're looking for the 10, Но если вы будете искать вот эту десятку, it doesn't matter who turns up. то не имеет значения, кто в результате выстрелит. As long as you do this Вот стучите, это самое 10 главное. times, 10 раз. the one appears. Один тогда обязательно появится. This is how it works. Вот так это и работает. That is why this is such a secure business when you know your numbers. Вот почему это такой безопасный, такой вот хороший бизнес, если вы знаете свои цифры. But if you're looking for the next one, the next sale, you're always having highs and lows in your emotions. Понимаете, когда вы полны ожиданий в отношении следующей сделки, то у вас получается все время, знаете, эмоции вниз-вверх, вниз-вверх. Now I'm going to show you something you've probably never seen before. А сейчас я вам покажу нечто, что, может быть, вы никогда до этого не видели. This is a part of the brain that sits in the back here. Итак, сейчас вы видите перед собой заднюю часть мозга, вот здесь. This is only a recent identification. It's only been recently identified as to what it does. Итак, совсем недавно было определено, чем же занимается этот раздел мозга. It's called the reticulated activating system. Translate that. Это называется система, которая вот активирует все. Вот. Ретикулярная активирующая система. It's a system in the brain that allows you to only see information that's relative to your security. Дело в том, что эта система распознает ту информацию, которая очень важна для вашего ощущения безопасности. This is the part where when you put in clearly defined goals of what you want to achieve, this is the system that acts on it. Вот когда вы собираетесь звонить, да, когда вы ставите себе конкретные цели, представляете, что и как будет, то именно эта система начинает работать. And last night with the leaders, we talked about goal setting. Вчера вечером с вашими лидерами мы как раз беседовали о том, как нужно ставить And цели. here is the single most dramatic thing about achieving a goal that you will ever hear. И вот сейчас вы услышите самую важную вещь в отношении того, как же ставить цели. Do not decide how you are going to do this. Не принимайте решения, как именно, каким образом вы собираетесь достичь этого. Decide what you will do. Вы решаете, что вы будете делать. And make it crystal clear in absolute detail what you will do.
Очень четко определите, чтобы вам было абсолютно ясно, вот, что вы будете делать. When I was 20 years of age, one of my goals was to be a millionaire by age 30. Когда мне было 20 лет, одной из моих целей была цель, что к возрасту 30 лет я стану миллионером. My friend said, "How will you do this?" Как можно это сделать, ребята? I don't know. Не знаю. I've decided what I'll do. I don't know how. Я решил, что я хочу, что я буду делать. А как это будет, я не знал. When you clearly decide what you'll do, Когда вы четко определяете, что вы будете делать, and you put it into this part of the brain, когда вот это помещаете вот в эту часть вашего the мозга, brain will seek only the answers to allow you to achieve that goal. ваш мозг начнет искать все виды ответов, которые нужны для того, чтобы достичь этой цели. Now, some people call this the law of attraction. Некоторые люди называют это законом притяжения. You heard of that? Вы слышали о законе притяжения? This is the science that shows why it actually works. Вот сейчас вы видите научное подтверждение того, почему все-таки это работает. I had a guy say to me, he's a Christian guy, I said, I pray to God for exactly what I want and I always get it. Вы знаете, я разговаривал с одним человеком, и он верующий, и я сказал, ты знаешь, я молюсь Богу, я всегда четко говорю ему, что я хочу, и я всегда это When he получаю. prays for what he wants, he puts clearly defined goals in here, and the reticulating activating system looks for the answers. Дело в том, что когда вы помещаете то, что вы хотите вот сюда, то ваша ретикулярная активационная система ищет все виды ответов. It's like when you go to the airport to catch a plane, Вот, например, вы приехали в аэропорт для того, чтобы сесть на самолет. it's been shown there are 20,000 pieces of information and stimulation going on with sounds, lights Дело at the в том, airport. что вы знаете, 20 тысяч бит информации одновременно проходит через ваш мозг. Тут вам и шумы, тут вам информация какая-то мелькает, люди ходят, и крики, объявления. But if you hear your name or your flight call, you hear it. Но вот во всей этой какофонии звуков, если назовут ваше имя или номер вашего рейса, вы это услышите. This has been proven to be a GPS system in your brain. Вы знаете, было доказано, что именно этот раздел мозга является вот такой, как бы, GPS-системой для человека. Now, a GPS system, you don't need to know where the roads in the city are. Вы знаете, если у вас стоит в машине GPS, вам не нужно знать наизусть, там, какие дороги, где эти дороги. You just put in the address. Вы просто адрес туда забиваете Hit enter. и нажимаете кнопочку Enter. It takes you there. И все, и GPS вас туда ведет. If you take a wrong turn, it puts you back on the right track again. Если вы не туда завернули, GPS тебе говорит, так, а ну разворачивайся, езжай назад, туда вот поворачивай. Think of the car you drive. Подумайте о машине, которую вы водите. When you decided to get that car, Вот когда вы в свое время решили купить эту машину, suddenly you saw them everywhere. вы знаете, вот вы приняли решение, какую вы хотите машину, и вдруг Everywhere you go in the вы world today. начинаете видеть вот точно такую машину везде. Вот куда ни повернетесь, а там эта машина. Everywhere you go, you see your car. Понимаете, вот куда ни пойдете, везде эта машина. You swear everybody's got one. И такое впечатление, мама родная, так они уже все на Because такой машине you ездят. put it in there and your brain's searching for it. То есть вы вот поместили это туда, и ваш мозг начинает искать такую машину. This system of the brain explains goal setting, the law of attraction, and the law of achievement, and everything you have ever heard И is вот explained именно here. вот эти научные данные объясняют закон притяжения, вот все, как ставить цели, как их добиваться, все это содержится там. So whatever goal you want, write it. Итак, если вы хотите какую-то цель себе поставить, запишите ее. Not computer, Не write. на компьютере запишите, вот рукой, от руки. Computing uses 8 connections of the brain. Когда вы записываете в компьютере, только 8 дорожек невральных работает в мозгу. Writing uses over 10,000 connections of the А вот brain. когда вы пишете вот от руки, 10 тысяч возникает связи в мозгу. So write it and key it. Вы запишите сначала от руки, а потом уже, чтобы отвести душу, еще и в компьютер вбейте. Make the goal crystal clear as to what you want to achieve. Итак, очень четко определите свою цель. Don't think about how you're going to do this. Не думайте о том, а как же я ее буду достигать. Now, the great thing about this business,
Вы знаете, что самое замечательное в отношении этого бизнеса? This system that you're in is, in fact, the how. Вы знаете, вот эта система, в которой вы находитесь, Isn't it? и есть как раз вот это «как». This system is the how. Вот эта система и есть «как». All you've got to decide is what. Вы должны решить «что». And when you've decided what, it will drive you at a speed you cannot imagine. То есть, если вы решили, что вы хотите, то тогда эта система вас с огромной скоростью выбросит туда, куда вы хотите. In closing, because we've run out, И сейчас мы заканчиваем выступление. have you picked up at least one thing today you can take away and use? Have you got one thing from today you can use? Итак, если сегодня вы услышали хотя бы одну вещь, которую вы можете использовать в своей жизни, в своем бизнесе. Yeah? Done. This one's yes. Thank you to Roman for the opportunity to come here today. Роман, and to do this. благодарю вас за то, что вы пригласили меня, дали возможность I'm looking выступить. forward to the growth in the future. It's exciting. И я с нетерпением буду ожидать развития вашего успеха, развития вашей компании. Roman's got a really big one of these. Вы знаете, у Романа Василенко вот это ретикулярный раздел мозга, знаете, такой громадный. And I'm glad to be part of it with you. So thank you for being such a И wonderful я был audience. счастлив быть частью вашей группы. Спасибо. Спасибо.